Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь французский крестьянский хлеб на пулише. Для начала приготовим пулиш. Для этого возьмем воду температуры тела 45 грамм, 1 грамм прессованных дрожжей и 45 грамм пшеничной муки второго сорта. Если у вас есть возможность использовать муку Т80 французского происхождения, это будет прекрасно. Если нет, просто используйте муку второго сорта. Все хорошо перемешиваем и оставляем до следующего утра или на 12-24 часа под пленкой в холодильнике. Пулиш мы не оставляем на стартовое брожение, а сразу убираем в холодильник при температуре 5-6 градусов Цельсия. Это тот температурный диапазон, когда дрожжи все еще проявляют некоторую активность. Пулиш попал во Францию вместе с польскими иммигрантами. Именно поэтому такое название – Полиш, пулиш. На следующий день приготовим тесто. Для начала произведем аутолиз. Аутолиз необходим для того, чтобы дать возможность белкам муки набухнуть и начать формировать клейковинный каркас самостоятельным образом. Этот шаг способствует тому, что замес теста будет менее долгим, а значит, окисление теста также будет более коротким. Это положительно влияет на вкус готового изделия. Все хорошо перемешиваем для того, чтобы нигде не оставались участки с сухой мукой, и оставляем при комнатной температуре на 40-60 минут. По прошествии этого времени продолжим замес теста. Для этого внесем соль, дрожжи. По французской традиции соль и дрожжи кладутся на свой край дежи. Считается, что при непосредственном соприкосновении соль негативно влияет на активность дрожжей. Однако современные данные говорят о том, что это не так, но традиция до сих пор осталась. И если вы понаблюдаете за работой французских пекарей, которые используют хлебопекарные дрожжи, вы обязательно увидите, что соль и дрожжи кладутся на свой край дежи. Производим замес. Замес необходимо производить до полного развития клейковины. По мере развития клейковины тесто будет собираться и очищать стенки дежи. Это будет первый знак того, что тесто у нас достаточно вымешано. Ну вот мы видим, что тесто у нас полностью отходит от стенок и собирается вокруг крюка. Это очень хороший знак, но для
подтверждения того, что тесто у нас хорошо развито, мы делаем тест на глютеновое окно. Для этого отщипываем кусочек теста и вот так вот растягиваем его. Если тесто у нас не рвется, это значит, что клейковинный каркас у нас достаточно прочный и можно прекратить замес. Замес всегда нужно производить максимально короткое время, насколько это возможно. Температура теста у нас 26 градусов, это отлично. Выкладываем тесто в смазанный растительным рафинированным маслом контейнер. Масло должно быть растительным, рафинированным, которое не имеет ни запаха, ни вкуса. Выкладываем тесто и слегка подтягиваем его, формируя таким образом, чтобы оно не лежало бесформенной массой. Одновременно это будет наше первое складывание. Неплотно накрываем крышкой для того, чтобы к тесту мог поступать воздух, и оставляем на 30 минут. По прошествии 30 минут делаем еще одно складывание. По мере развития теста оно все лучше и лучше держит форму и после складываний не расплывается. Накрываем неплотно крышкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут, после чего убираем в холодильник. На следующий день достаем тесто из холодильника, вот оно у нас имеет такой вид, и оставляем согреться при комнатной температуре на 2,5-3 часа. После этого осторожно выкладываем тесто на присыпанный мукой стол и очень осторожно при помощи скребка, сохраняя в тесте накопившийся газ, вываливаем на стол. Нужно дать тесту выпасть самостоятельно, не форсируя его, не разрывая глютеновый каркас. Осторожно складываем тесто к центру с одной стороны, с другой стороны, а затем по бокам в виде конверта. Осторожно защипываем шов, защипываем вдоль всей длины, также не забываем бока, иначе хлеб у нас при выпечке разойдется. И выкладываем в присыпанный мукой банетон швом вниз, так как мы хотим получить рустикальный разрыв по шву. Оставляем при комнатной температуре, ничем не накрывая, на 20-30 минут. Проверяем. Полную расстойку давать не нужно, так как мы хотим, чтобы шов у нас хорошо и рустикально раскрылся. Поэтому полностью давать расстойку не нужно. Осторожно выкладываем из корзины. Заготовка у нас очень воздушная. И выпекаем. Выпекаем с паром первые 5 минут, а затем без пара еще 30-35 минут.
выкладываем на решетку и даем остыть в течение пару часов. При остывании хлеб продолжает выпекаться, то есть его мякиш продолжает стабилизироваться, поэтому резать горячий хлеб не рекомендуется. На мой взгляд, это очень универсальный, мягкий на вкус хлеб и очень практичный и удобный с точки зрения временных затрат. Уверена, что он придется по вкусу всем, кто его попробует. За счет того, что мы использовали пулиш, а не закваску, в нем практически полностью отсутствует кислота. Мякиш у него упругий, с неравномерной пористостью. Корочка относительно тонкая, хрустящая и очень ароматная. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!